Много лет тому назад мне довелось побывать на встрече с Далай-ламой в Центральном доме литераторов. В те поздние советские годы он еще мог приезжать к нам в СССР. Мне очень понравилась та встреча. Человек мудрый говорил об простых вещах. И в конце этой встречи он предложил нам провести совместную медитацию. И в качестве объекта медитации он сказал, что каждый может выбрать себе сам предмет для медитации. В том числе он пошутил, что это может быть ваш предполагаемый ужин. Мне, как историку искусства, как археологу, очень часто приходится заниматься предметами, произведениями искусства, которые были сделаны за много веков до нынешнего времени, когда мы не знаем ни контекста, мы не знаем еще очень многих вещей. Часть из этих вещей реконструируется, исследуется, и вот это изучение мне в известной степени напоминает медитацию, когда мы погружаемся в этот предмет, как бы слой за слоем, мы опускаемся глубже и глубже, реконструируем, визуализируем некую картину, которая реально не знаем, как она существовала. Вот это и есть такая своеобразная медитация у меня на произведение искусства, на предметы. И в качестве объекта медитации у меня дома служит вот такая вот вещь. Это кирпич. Это обыкновенный обожженный кирпич. Ну, он датируется XI веком. И, собственно говоря, когда, глядя на этот кирпич, можно сказать, что, ну что, кирпич и кирпич. Но если мы будем придавать ему символическое значение, то совершенно определенно можно сказать, что это атом средневековой архитектуры. Именно из этих атомов, из этих частиц и строились монументальные архитектурные сооружения, которые, часть из них дошла до нашего времени. В Самарканде, в Бухаре, в Багдаде, в Мерве. И, собственно говоря, эти сооружения, они относятся к такому очень известному историко-культурному феномену, о котором можно сказать арабо-мусульманский мир. Его возникновение связано с распространением ислама от Пиренеев до Средней Азии. И с арабо-мусульманским миром в это время происходил расцвет культуры, искусства, экономики, торговли, производства. И в частности, именно в арабо-мусульманское время, после VII века, в конце VII века, в VIII веке, в IX, появляется массовое производство обожженных кирпичей. Это вот та часть прогресса арабо-мусульманского мира. Из них начали строить монументальные сооружения, часть из которых сохранялись благодаря тому, что это были культовые постройки. Другие, которые не входили в зону социальной охраны, их разбирали буквально по кирпичам, и от них ничего не осталось. Но вот этот памятник XI века, он практически не сохранился. Есть какие-то частички кирпичей, вот этих вот маленьких атомов. Для меня, как историка искусства, обычный кирпич в моих студиях представляет слишком маленькую частицу истории для того, чтобы быть объектом изучения и объектом моих исследований. И тем не менее, этот кирпич привлек мое внимание, потому что это реальный след истории. И этот реальный след истории, он еще заключается и в том, что нам известно, как на обратных сторонах кирпичей очень часто мы находим знаки. Иногда это число, количественное число сделанных кирпичей. Иногда это клеймо, которое ставила артель, поставлявшая кирпичи на стройку. Считается, что
в некоторых случаях это были магические знаки, а некоторые оказались случайно. Но, как мы знаем, нет ничего случайного. И вот этот вот кирпич, он и является реальным следом в истории. На этом маленьком атоме архитектуры сохранился след женской ноги. Босой женской ступни. И вот, собственно говоря, и этот след и представляет собой, как мне кажется, возможность погрузиться, не просто вот подойти к атому архитектуры, но и увидеть след реального человека XI века.